Частная аналитико-разведывательная компания Dallas получила доступ к десяткам архивов капитанов российского танкерного флота, работающих на различные компании, находящиеся под санкциями: Совкомфлот, Роснефтефлот, РПК Норд и другие. На основе этих данных мы воссоздадим маршрут одного из танкеров и отправимся в путешествие от Баренцева моря до побережья Китая. Из этого материала вы узнаете, как функционирует гигантская система обхода санкций, действительно ли теневой флот задействован в разведывательно-диверсионной деятельности РФ и что еще можно предпринять для усиления давления на российского агрессора. Просим распространить это видео, чтобы у людей было понимание, что происходит. В видео есть субтитры на многих языках. Полномасштабная агрессия России против Украины продолжается уже 4-й год и давно переросла в войну на истощение. В этом конфликте способность агрессора продолжать войну напрямую зависит от поступления средств в экономику. Главный товар, приносящий доходы и позволяющий РФ вести войну – это энергоресурсы. Когда страны G7 в ответ на агрессию Путина начали вводить ограничения на торговлю российской нефтью, РФ создала сеть танкеров для транспортировки сырья в обход международных санкций. Эта сеть получила название «Теневой флот». Как подчеркивает украинская военная разведка, в этой сети активно применяются опасные логистические практики. Суда отключают системы идентификации, подделывают навигационные данные, перекачивают нефть ночью без освещения, идут под флагами удобных юрисдикций и оформлены на фиктивные компании. Далее мы покажем, как это происходит в реальности. Нефтяной танкер СОЭС «Василис» был построен в 2011 году и ходил под флагом Маршалловых островов. В марте 2021 года танкер сменил менеджера, а вместе с ним флаг и название, став либерийским судном Nautilus One. В ноябре 2022 года, уже во время полномасштабной агрессии РФ, танкер снова сменил владельца, менеджера, флаг и название. В расследовании он фигурирует как танкер Sable под флагом Панамы. На фото личное изображение и паспорт Михаила Гущина, капитана этого судна. Его почтовый ящик оказался в распоряжении Dallas. 5 ноября 2023 года Гущин подписал капитанский контракт с представителем судоходной компании Prominent Ship Management Limited на борту судна в порту Приморск, Ленинградская область, Россия. Согласно судовому журналу Sable, за вторую половину 2023 года танкер совершил 2 рейса из Мурманска в Мьянму. Сделав остановку на якорной стоянке у Мальты в октябре 2023 года, 5 ноября он прибыл в Приморск, где на судно и зашел новый капитан. Есть четкие доказательства того, что судно под командованием Гущина совершила как минимум 2 рейса в Китай. Относительно первого рейса нет точной информации о характеристиках груза, тип и объем нефти, однако есть данные о маршруте и составе команды. В частности, находясь в Средиземном море, 20 ноября 2023 года Гущин сделал скриншот проложенного маршрута. Согласно этим данным, Sable следовал по маршруту Приморск, Россия, Джоушань, КНР. Ориентировочная дата прибытия в Китай 20 декабря 2023 года. Еще в процессе выполнения этого заказа 19 декабря 2023 года Гущин получил письмо с указаниями на следующий маршрут. Его контакты из «Газпромнефти» поручили после завершения текущего рейса пройти к Суэцкому каналу для получения новых инструкций. Далее в письме указывалось, что порт погрузки, скорее всего, будет Мурманск, ориентировочно 8-9 февраля 2024 года. Груз – 140 тысяч тонн сырой нефти марки «Новый порт». Это арктическая нефть, для добычи которой РФ построила сложную и дорогостоящую инфраструктуру. Стоит отметить, что все это время судно действительно шло под панамским флагом, хотя и заказчики, и груз, и экипаж были российскими, за исключением одного белоруса на борту. Sable совершила переход в Мурманск даже быстрее, чем было запланировано. Скриншоты проложенного маршрута у побережья Норвегии показывают, что расчетное время прибытия в российский порт назначения было 3 или 4 февраля. В то же время приведенные скриншоты вызывают ряд вопросов. На фото, сделанном Гущиным 24.01.2024, указаны координаты нахождения Sable. Через 6 дней, 30.01.2024, Гущин сделал еще одно фото. На нем такие координаты, хотя визуально судно почти не изменило свое положение. Если проверить первые координаты, окажется, что это точка в проливе Скагеррак, между Ютландией и Скандинавским полуостровом, то есть совершенно в другом месте, не пересекающемся с
маршрутом судна. Таким образом, возникает два вопроса. Первый. Почему на скрине навигационных систем корабля от 24 января местоположение судна одно, а координаты другие? Второй. Что делало судно 6 дней почти в одном районе у западного берега Норвегии? К сожалению, почта Гущина не содержит ответа на эти вопросы. Однако, согласно данным украинской военной разведки, Россия использует теневой флот как элемент гибридной войны. В частности, российские танкеры активно используют спуфинг навигационных данных, поэтому такое серьезное расхождение между фактическими координатами можно объяснить именно этим. Также, по данным ГУР, установлены случаи участия судов теневого флота в разведывательных и диверсионных операциях, в частности в Балтийском море, где они ведут наблюдение за военно-морской инфраструктурой, подводными кабелями и другими критическими объектами. Присутствие российского танкера у берегов страны-члена НАТО можно объяснить именно этим. Это один из немногих выводов, к которым можно прийти, ведь из почты Гущина нет данных о нештатных ситуациях на борту в эти дни, не сообщалось о технических неисправностях или происшествиях. Также нет информации о необходимости шестидневного ожидания из-за плохих погодных условий или из-за опережения графика. Очевидно, что во время шторма судно бы не включало спуфинг и не передавало ложные координаты. Все это только усиливает подозрение в том, что теневой флот может заниматься слежкой за так называемыми врагами России. 2 февраля Гущин получил от руководства дополнительные инструкции. В них указывалось, что в Мурманске вместо нефти сорта «Новый порт» на танкер будет загружено 140 тысяч тонн нефти марки «Арку», другой тип российской арктической нефти. Позже, 4-5 февраля 2024 года, капитан сделал несколько фото погрузки этой нефти на танкер. Характерно, что это происходило методом перевалки, перекачки с одного танкера на другой, что может нести дополнительные экологические риски. Этот процесс проходил в Кольском заливе рядом с Мурманском. Маршрут Гущин также сохранил. 13 февраля, пройдя Ла-Манш, Гущин отправил отчет своим работодателям из «Газпромнефть». В нем видно, что танкер держит курс на Суэцкий канал. Однако нас интересует другое. В этом отчете указывается конечная точка маршрута – китайский порт Шуйдонг, куда танкер должен был прибыть 18 марта 2024 года. Шуйдонг – это порт на юге Китая, его официальный код CNSDG. Он также известен как Шуйдонг, Маоминг, Маомин. В Китай Сейбл прибыла почти без задержек. Разгрузка российской нефти была запланирована на 19-21 марта 2024 года. На ваших экранах форма Excel, которую Гущин заполнил для китайского порта с указанием очереди судов на выгрузку. Сейбл указана под номером 1. Эти данные о датах разгрузки в Шуйдонге подтвердились и в письме Гущина в Сингапур, куда судно должно было отправиться после разгрузки. Вот фото, сделанное Гущиным 19-20 марта 2024 года в побережье Китая, которыми завершилось это путешествие от Мурманска до Шуйдонга. 10 января 2025 года США приняли санкционный пакет, направленный против российского теневого флота. В этот список попали Сейбл и ее управляющая компания Prominent Ship Management Limited. Поэтому следующие шаги россиян вполне предсказуемы. Уже 1 февраля танкер Сейбл меняет флаг и название. Теперь это судно ходит под флагом Барбадоса и называется Сабина. 20 февраля сменился и менеджер. Им стала компания Glory Shipping HK Ltd. А 1 марта 2025 года судно снова сменило флаг, на этот раз на Коморские острова. На момент написания этого расследования бывший Сейбл совершил еще один переход в Китай, куда прибыл в конце июня. Сейчас танкер движется в сторону Суэцкого канала, пройдя Сингапур. О чем это говорит? Нельзя сказать, что санкции не работают. Это не так. Как мы видим, россияне и их партнеры вынуждены реагировать, тратить время и ресурсы на перерегистрацию судов, смену менеджеров и владельцев. Однако суда продолжают доставлять нефть в обход санкций. Более того, если сравнить санкционные списки, Сабина Сейбл находится только под санкциями США. Ни ЕС, ни Великобритания до сих пор не внесли это судно в свои списки, и это требует срочного исправления. Кроме того, необходимы более решительные действия, например, запрет на заход танкеров в порты, более тщательный контроль документов и страховок, отслеживание финансовых транзакций и санкций против банков, участвующих в теневых схемах. Очевидно, понимание
понимание этого уже есть, и поэтому наблюдается позитивная динамика. Например, недавно к санкциям против теневого флота присоединилась Австралия. В прошлом году Объединенные Арабские Эмираты запретили заход в свои порты танкеров под флагом африканской страны Эсватини, у которой нет выхода к морю. А с 1 июля этого года Германия усилила проверку танкеров, проходящих через ее территориальные воды. Теперь у судов запрашивают страховое покрытие от загрязнения нефтью. Однако все эти меры все равно являются временными решениями. Например, в январе этого года Шандонг Порт Групп, один из крупнейших портовых компаний Китая, запретил обслуживание танкеров, находящихся под санкциями США. Но, как мы видим из архива капитана Гущина, вполне вероятно, что его судно просто не заходило в порт. Поэтому Китай может сколько угодно якобы закрывать порты, но будет продолжать принимать российскую нефть в открытом море. Тот факт, что находящийся под санкциями Сейбл Сабина прямо сейчас продолжает доставку нефти, говорит о том, что Китай не собирается прекращать этот процесс.